Привет всем чужим, с вами Кентек. С далекого 2014 года я делаю для вас ролики по чужому. Конечно, в последнее время мне пришлось отойти от главной темы канала. И связано это не с тем, что у меня интереса больше нет, а скорее с тем, что новостей по нашей с вами любимой вселенной кот наплакал. Вроде бы Ридли Скотт обещал снять третий фильм своей трилогии и... с концами. Вроде бы Cold Iron делает онлайн-шутер по чужому. И... полная тишина. Вроде бы ходили слухи о сериале по чужому, чего я, если честно, боюсь больше всего. И... а вот и не угадали. Тоже полная тишина. Я, конечно, надеюсь, что хоть какие-то новости появятся на 26 апреля, но до этого еще дожить надо. Но в любом случае, тема сегодняшнего видео, я думаю, тоже будет вам очень интересна, ибо я собираюсь поставить точку в теории рефлекса ДНК и доказать всему фан-сообществу чужих, что она чушь собачья и работать не может. Но и при этом предложить альтернативную и более правдоподобную теорию изменчивого вида чужих. Вернее, делать это буду не я, а биолог Антон Нислов. Он же создатель научного сайта «Деликатесы для размышлений». Все ссылки в описании. Ну что ж, я буду с вами прощаться, передаю слово Антону, а мы с вами увидимся буквально через 52 минуты. Но начнем мы с определения, дабы понимать предмет разговора. Рефлекс ДНК – это предполагаемая способность чужих перенимать грубые анатомические черты носителя путем переноса его генов. Если перевести на человеческий язык, то личинка чужого заражает какого-нибудь Васю, ворует его гены, и дальше из этой личинки вырастает чужик, внешне похожий на Васю. Именно грубые анатомические черты. Ну то есть, если личинка заразит человека, то чужой будет ходить прямо, как человек. Если заразит гориллу, то будет ходить и горбиться, как горилла. Если собаку, то бегать на четвереньках, как собака. Если рыбу, то плавать, как рыба. Если быка, то, видимо, бегать и бодаться, как бык. И вроде бы все логично. У кого гены своровал, на того и стал похожим. Вообще существует представление, что ДНК это такое хранилище признаков живых существ. Ну, грубо говоря, раз у человека есть рука, то значит должен быть и ген руки. То бишь фрагмент ДНК, файл, если угодно, в котором каким-то образом, видимо каким-то кватернарным кодом, зашифрованы формы строения человеческой руки. Ну типа, вот эти 5 буквок это сколько пальцев, вот этот фрагмент это длина лучевой кости в сантиметрах, а вот этот кусок это подробное описание локтевого сустава. А плод в матке сидит, читает все это и такой, все понятно, пацаны, отращиваем руку длиной 72,5 сантиметра. Или, придумал. Ген руки это такой файл 3D Max. Там не описание, а прям моделька заархивирована. Ну, руки. А в матке там стоит что-то типа биологического 3D принтера, ну и понятно. Соответственно, раз есть ген руки, то где-то рядом должен быть и ген ноги, чуть дальше ген головы, и, наконец, мой самый любимый ген прямохождения. А раз гены это файлы с конкретными признаками, то что мешает нам, к примеру, сделать вот так? Все по науке. Мы взяли ДНК человека, заменили ген руки на ген крыла, всунули куда-то там гены рогов, и на выходе получили соответствующие признаки. И так далее. Дальше можно, ну не знаю, продублировать ген крыльев, получится четырехкрылый человечек. Почему бы и нет? А если взять и пересадить гены рук, ног и прямохождения чужому, то он чудесным образом выпрямится, встанет, обзаведется хватательными руками, как у человека, и все у него будет хорошо. Все логично. Украл гены, получил признаки. Забавно, что голову он почему-то воровать не хочет, видимо, из чувства стиля. И заметьте, он не украл кожу рук, волосы, ногти, скелет, кровеносную систему, только грубые анатомические признаки. Силуэт. И это тоже логично. Ведь ген это просто 3D-файл, в нем хранится только общая форма. А уж какую текстуру на нее накладывать, из какого материала заливать, ну это такое. Хочешь кожей покрывай, хочешь чешуей, привет рептилоидам, хочешь кремниевой броней. Гены они такие.
Да что там чужой? Можно оленю, например, пересадить гены рук и ног, и... То есть, конечно, нельзя, но потому что это же неестественно. Какая-то там несовместимость ДНК, ГМО. Что-то где-то почему-то не приживется. Но к чужим эти ограничения не относятся, потому что они с другой планеты, поэтому любые гены бери не хочу, хоть гены березы в них засовывай. Чужие бревна, чужие одуванчики, чужие осьминоги, чужие бараны, чужие тираннозавры. Последнего я даже не придумаю, вот, пожалуйста. Ну ладно, юмористическое вступление закончилось, теперь серьезно. Никакой рефлекс ДНК чужих работать не может в принципе. Просто потому, что гены так не работают. Абсолютно все, что я рассказал про гены ранее, это полная херня. Пойдем немного издалека. Что такое ген? Ген – это участок ДНК, в котором записана следующая информация. Первое – строение белка, второе – условие его считывания. Если в клетке присутствует белок А, то синтезирует белок Б. Вот дословный перевод гена любого на русский язык. Все, больше никакой информации в генах нет. А теперь, если посмотреть на разнообразие белков, какие они вообще бывают, то существует не так уж много вещей, которые они могут делать. Ну давайте так, навскидку. Какие бывают белки? Во-первых, факторы транскрипции. Это белки, которые прикрепляются к ДНК и запускают считывание определенного гена. Если в клетке есть фактор транскрипции, то ген читается. Если нету, то не читается. Во-вторых, белки-рецепторы. Это белки, которые торчат из мембраны и улавливают молекулы, растворенные в окружающей среде. Что-то типа химических датчиков. В-третьих, мембранные насосы. Белки, которые втыкаются в мембрану клетки и перекачивают вещества. Либо из клетки, либо в клетку. Структурные белки, из которых можно строить всякие трубочки и волокна. Моторные белки, которые могут сокращаться и что-нибудь двигать. Ну и ферменты. Катализируют химические реакции. Ну вот как бы... Нет, ну понятно, что там есть много разных ферментов под разные реакции, много разных рецепторов под разные вещества. Но суть в том, что в общем и целом гены могут кодировать очень небольшое количество действий. Включить ген, выключить ген, подать сигнал, принять сигнал, вытянуть клетку, сжать клетку, запустить реакцию, остановить реакцию. Все эти действия, они очень низкого уровня абстракции. То есть происходят где-то на уровне клеток, молекул. Гены рогов, плавников, рук, глаз, прямохождения в ДНК существовать в принципе не могут. Но стоп! Если в ДНК не может быть генов конечностей и рогов, то как тогда ДНК кодирует форму тела? Число конечностей и все такое прочее. Ну смотрите. Есть, к примеру, язык программирования C. В нем, наверное, 30 базовых операций. Объявить переменную, сложить, вычесть, умножить, сравнить переменные, ну и так далее. Как же тогда на нем можно Windows написать? Ну вот так. Упорно и долго комбинируйте 30 базовых функций, выполняя их в правильном порядке, одну за другой. Взять, к примеру, такую банальную задачу, как деление клетки. Наверное, где-то в ДНК просто есть ген деления. Читаешь его, и все делится само собой, по волшебству. Но, увы, это так не работает. Чтобы поделить клетку, нужно сначала растворить ядро, то есть синтезировать белки, которые катализируют распад ядерной оболочки. Потом построить веретено деления. А это, во-первых, синтезировать строительный материал, белки из которых состоят микротрубочки. А во-вторых, синтезировать целую кучу белков, которые будут все это отстраивать и стабилизировать. Дальше нужно зафиксировать веретено. Там еще куча белков, которые одним концом заякориваются в мембрану клетки, а другим удерживают микротрубочки. Далее нужно растащить хромосомы к полюсам клетки, это еще куча белков, по новой отстроить ядра, еще белки. И, наконец, попилить саму клетку надвое. Опять же, само собой это не делается. Чтобы клетка поделилась, нечто должно физически пережать ее надвое. Как если бы кто-то обмотал ее поясом от халата, а потом затягивал бы все туже и туже, пока не перетянул бы напополам. Ну, пояса от халата у клеток нет, зато внутри каждой клетки имеется структура под названием цитоскелет. Это такой каркас из жестких волокон, который изнутри поддерживает форму клетки. А раз форма клетки зависит от каркаса, то логично, что если каркас перестроить, то и форма клетки поменяется.
Для этого у клеток есть целая система из сотен разных белков, которые могут катализировать сборку этих волокон, двигать их и все такое. Проблема в том, что эти белки, они довольно тупые, как и все химические вещества. И если их синтезировать, то они просто растворятся в клетке, равномерно во всем ее объеме, ибо диффузию никто не отменял, и застроят ее нахрен, с ног до головы. И клетка сдохнет. Поэтому эти белки, они синтезируются, но при этом они выключены по умолчанию. Они присутствуют в клетке, но пока что-то специально их не активирует, они ничего делать не будут. Между тем клетка начинает производить особые белки, которые связываются со свободными концами микротрубочек, вот так. И после этого активируют те самые тупые белки-сборщики. Запускается сборка клеточного скелета, но не везде, а именно вот в этой узкой области, потому что только в ней присутствуют белки-активаторы. Отстраивается поясок из волокон, дальше на него вешаются сократительные белки и тянут. Поясок стягивается, клетка пережимается. Происходит деление. И вот каждый раз, когда я говорил фразу «синтезируются белки», это считывались гены. Просто чтобы поделить клетку один раз, нужно проэкспрессировать в правильном порядке, в правильных пропорциях около 1000 генов. Просто чтобы поделить клетку напополам. А тем временем кто-то считает, что бывают гены ушей и рогов. Окей, с делением понятно, но сложные органы-то откуда берутся? Ну давайте. Имеется яйцеклетка некого существа, не суть важно какого, дальше оплодотворение, первое деление, второе. Дальше клетки продолжают делиться, взаимодействуют друг с другом, обмениваются химическими сигналами. В разных клетках синтезируются разные регуляторные белки. Зародыш как бы размечается на области с разной экспрессией генов. Все это продолжается, клетки делятся, взаимодействуют, размечаются, и в итоге мы приходим вот к такой сосиске, состоящей из 1000 клеток, размеченных на области разными регуляторными белками. Обратите внимание, органы еще даже не начинали закладываться. Зародыш просто поделился много раз и разметился на области. У него нет ни ног, ни рук, ни головы. При этом он уже проэкспрессировал 1000 генов. И только с этого места начинается закладка органов. Ну, к примеру, как происходит закладка рта? Внимание на самый верхний слой клеток зародыша. Значит, в фиолетовых клетках, во-первых, там присутствуют белки, которые собирают клеточный скелет. Те же самые, что участвовали в делении. Они выключены, распределены по всему объему клеток, все как положено. Дальше, в фиолетовых клетках синтезируются специальные белки, которые крепятся к верхней части мембраны и там запускают сборку клеточного скелета. То же самое, что было при делении клетки, но только не посередине, а сверху. Скелет отстраивается, к нему крепятся моторные белки, начинают тянуть, клетки искривляются. А тем временем красные клетки начинают делиться, причем строго по вертикали. Опять же, деление клетки, синтезируется около 1000 белков. Фиолетовые клетки искривляются, красные клетки размножаются и задавливают фиолетовые с боков. Так в зародыше образуется впадина, которая со временем станет ртом. Что такое рот вообще? Это такая яма на голове, в которую можно класть еду. Ну, по сути-то. Понятно, что готовый рот устроен сложнее, и ввертывание это только начало, но, как говорится, шаг за шагом, медленно, но верно. И заметьте, никакие гены рта не фигурируют. Рот закладывают гены, отвечающие за деление клеток и искривление клеток. По сути, перед нами биологическая программа. Если в клетке присутствует белок А, то сделать то-то, то-то, то-то. Если в клетке присутствует белок Б, то сделать то-то, то-то, то-то. Условия действия, условия действия. Причем условия могут быть практически любыми. Если в клетке есть такой-то, такой-то белок, если рядом с клеткой есть другая клетка с таким-то, таким-то белком, если снаружи клетки присутствует такое-то, такое-то вещество, если клетка имеет такой-то, такой-то электрохимический потенциал. Так что у эволюции есть простор для творчества. Еще можно пройтись по конечностям, откуда вообще берутся руки и ноги. Сначала вот эти клетки начинают интенсивно делиться. Образуются выпячивания, так называемые почки конечностей. Деление, 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 почки увеличиваются и вытягиваются в эдакие сосиски из клеток. Дальше.
Клетки у основания сосиски и клетки на кончике сосиски начинают выделять навстречу друг другу регуляторные белки. Вот так. Образуются градиенты двух веществ, и дальше выполняется программа, а-ля если в клетку поступает много фиолетового белка, то экспрессировать одни гены, если много красного, то другие, а если и того мало, то третьи. Так сосиска размечается на сегменты, будущие плечо, предплечье и кисть. В разных сегментах работают немного разные гены, поэтому и сегменты в итоге получаются разными. Дальше эти области обмениваются химическими сигналами, и на их стыках закладываются подобласти, будущие суставы, плечевой, локтевой и запястный. И так можно идти хоть до подобластей, вплоть до отдельных связок или суставных головок. Затем вот эти синие покровные клетки взаимодействуют с красными. Получается разметка для будущих пальцев. Если клетка синяя, рядом с ней есть красная, то стать оранжевой. Грубо говоря, так. А дальше снова запускается интенсивное деление клеток. Образуются новые почки, только теперь уже не конечности, а пальцев. Получается как? Мы вырастили большую сосиску, разметили ее, и теперь прямо на этой сосиске мы выращиваем подсосиски. Потом их опять размечаем на фаланги пальцев, на суставы между фалангами. И вот примерно так проходит эмбриональное развитие. Деление, вытягивание, ввертывание – действия одни и те же, но если выполнять их в разном порядке, с разной интенсивностью, при этом многократно вкладывать их друг в друга, то можно породить, в общем-то, бесконечное разнообразие форм. Что опять же возвращает нас к изначальному тезису. ДНК – это не чертеж и не сборник признаков. ДНК – это программа. Миллиарды очень простых действий на уровне отдельных клеток, которые на первый взгляд не имеют особого смысла, но в итоге приводят к правильной анатомии, а не какие-то там гены рук или гены глаз. Где-то в этом месте у некоторых зрителей случился культурный шок. Как так, не бывает генов рук и глаз? Всем известно, что есть гены, которые отвечают за руки, за глаза. Не может быть такого, чтобы их не было. Ну да, существует. К примеру, существует ген цвета глаз, да? Что это значит? Если у человека один вариант этого гена, то глаза карие. Если другой вариант, то не карие. Более того, можно, к примеру, клонировать корееглазого чувака, при этом вырезать у клона один этот ген, и получится идентичный близнец чувака, но только с голубыми глазами. То есть прям да, ген корееглазости. Но прикол в том, что сам этот ген информацию о цвете глаз не содержит. Знаете, что он кодирует? Ионный насос. Белок, который втыкается в мембрану вакуоли и выкачивает из нее ионы хлора. Как это связано с цветом глаз? Очень просто. Существует целый биохимический путь. Сотни разных белков, тысячи реакций, результатом которых является производство меланина в глазах. И на каком-то этапе данного процесса критически важно выкачать хлор из вакуолии, иначе какая-то там реакция не запустится. Соответственно, если убрать насос, то весь этот участок программы зафейлится. Короче, этот ген не кодирует карие глаза. Он участвует в череде событий, которые в конечном счете приводят к карим глазам. Его нельзя пересадить мухе и получить корееглазую муху. Не потому, что там какая-то несовместимость, а потому, что эта пересадка не возымеет смысла. Этот ген информации о цвете глаз не содержит. В нем нет РГБ. Это как, знаете, где-то в коде игры Alien Isolation есть строчка. Если ее удалить, одну вот эту строку, то пропадет стрельба из огнемета. Убираешь строку, стрельба не работает, возвращаешь, стрельба работает. Но это не значит, что если эту строку вставить в код игры Tetris, то кубики начнут пулять огнем. Сама по себе эта строка не имеет никакого отношения к огнемету. Просто она является частью огромного тысячестрочного алгоритма, благодаря которому огнемет в игре работает. Если вы убираете строку, то вы ломаете алгоритм. Но, впрочем, ладно. Окей, ДНК – это программа. Сложная, разветвленная программа. Клетка выполняет четкий набор действий, потом делится, полученные клетки выполняют другие четкие наборы действий, потом они снова делятся, снова действия, и так повторяется еще пару миллионов раз. Но где-то после очередного деления образуется клетка, из которой впоследствии когда-то разовьется рука. Понятно, что она еще дофига раз должна поделиться, но так или иначе, именно с нее начинается участок программы, отвечающий за руку.
все клетки, из которых состоит рука, будут потомками этой одной клетки, а внутри них будут производиться абсолютно все действия для закладки конечностей, считываться гены разметки, формовки и так далее. Отсюда вопрос. А почему нельзя украсть весь этот участок программы? Полностью. Каждый ген. Окей, нет никакого одного гена руки. Есть целая ветвь эмбрионального развития, целый биохимический алгоритм, который в конечном счете приводит к закладке руки. И если украсть каждый ген этого алгоритма до единого, то должно сработать. Разве нет? Здесь есть несколько проблем. Ну, во-первых, вот этот кусок программы, выделенный красным, это где-то 95% ДНК человека. Ну, потому что гены, которые закладывают руки, это те же самые гены, которые закладывают ноги, уши и кишки, просто где-то что-то там запускается немножко в разном порядке. Практически каждый наш ген используется многократно, в нескольких частях тела, на нескольких этапах развития. Следовательно, украсть гены рук – это почти равносильно украсть все гены человека. Во-вторых, вся эта разветвленная программа – это не алгоритм, а скорее сеть. Разные ее части взаимодействуют, обмениваются химическими сигналами, координируют развитие друг друга. Допустим, есть некая одна клетка, из которой в итоге получается рука. Допустим. Вот только руку вы из нее не вырастите. Потому что если в нужный момент она не примет химический сигнал от другой конкретной клетки, программа зафейлится. И в-третьих, самое главное. Как бы выразиться, эмбриогенез – это не литье, где вы сначала делаете формочку, а потом заливаете ее чем вздумается. Это скорее лепка пельменей. Вы сначала готовите тесто и фарш, а уже потом придаете им форму. При этом, если фарш с тестом будут неправильные, то и вместо пельменей получится какое-то дерьмо. Аналогично в эмбриональном развитии. Сначала закладываются все ткани – кожа, мышцы, скелет, кровеносные сосуды – и уже из них впоследствии формуются органы. К примеру, вот так выглядит зародыш человека на ранней стадии развития. Это в поперечном разрезе, зеленая трубка – это кишка, желтый – это спинной мозг, да? На этой стадии у зародыша еще нет ни рук, ни ног, ни головы, но вот эта светло-синяя оболочка вокруг него – это вся кожа. Она уже заложена. И кожа рук, и кожа головы, и кожа ног будут состоять из этих клеток. А красные штуки слева и справа от спинного мозга – это абсолютно все мышцы, абсолютно все кости и абсолютно вся кровеносная система. А когда дело дойдет до конечностей, то части этих красных штук будут заходить в почки конечностей и там уже оформляться в кости и мышцы. Другими словами, чтобы вырастить конечность, эмбрион сначала должен обзавестись зачаточными тканями, всеми, именно человеческими, с нужным составом и нужными свойствами. И только потом из всего этого можно лепить руки и ноги. А если еще конкретнее, то закладка человеческих рук с помощью человеческой ДНК возможна исключительно вот из этого исходного положения. И никак иначе. Если эмбрион в него не выходит, то руки отменяются. Естественно, у чужого этого положения нет и быть не может. У него свое эмбриональное развитие, он вообще-то занят закладкой своих собственных органов, кислоту там варит у себя в трубах. У него свои ткани, которые в принципе не могут реагировать на человеческие сигналы развития. Это все равно, что пытаться пультом от телевизора включить стиральную машину. Хотел еще показать наглядный пример. 3 вида животных. Рыба-носорог, жук-носорог и носорог-носорог. Как же сильно они похожи друг на друга. Видимо, сначала жук украл гены у носорога и стал ГМО-жуком, потом жука съела беременная рыба, и так на свет появился пятирогий баран Яшка. Но если серьезно, то... Значит, смотрите. Рог рыбы-носорога – это особая форма черепа. То есть где-то во время эмбрионального развития лобная кость рыбы образует такой вот вырост. Там работают гены, которые запускают интенсивное деление клеток, формируется хрящ, потом формируется костный вырост. То есть это видоизмененная лобная кость. Рог жука-носорога – это недоразвитая конечность. Лапа на голове. Я серьезно. У насекомых есть особенности эмбриогенеза, что у них очень легко закладываются конечности на разных частях тела.
Там буквально пара мутаций, они уже лезут на лбу вместо глаз. И вот у некоторых жуков эти мутации закрепились. Так возникли жуки-носороги, хотя правильнее было бы назвать их жуками-носоногами. И, наконец, рог зверя-носорога – это не кость и не конечность, а видоизмененные волосы. Чтобы получить рог носорога, нужно сначала заложить кожу, потом в результате сложной работы кучи генов получить волосяные фолликулы. Дальше в результате взаимодействия кучи белков возникает такой локальный гиперрост волос именно на носу. Дальше включаются белки, которые эти волосы спрессовывают в рога. То есть по факту рога этих животных это 3 совершенно разных органа, которые ничего общего не имеют и никогда не имели ни единого общего гена. 3 похожих формы достигаются 3 совершенно разными генетическими программами. Что еще наглядно показывает пример с носорогами? Каждая эволюционная ветвь, она, скажем так, работает с тем, что у нее есть. Вот есть у млекопитающих волосы, так сложилось. Значит, отсюда можно толкаться. Формовать волосы в рога, видоизменять в иголки, привет ежикам, ну и так далее. Ни у кого, кроме млекопитающих, волос нет. Поэтому для жуков и рыб эти пути развития закрыты. Априорно. А тем временем эксперты по биологии чужих пытаются уверить нас, значит, вот этот чужой, который развивался внутри носорога, да? Эксперты пытаются уверить нас, что вырост у него на лбу имеет какое-то генетическое отношение к носорожьему рогу. Ну и спрашивается, каким образом гены, которые управляют ростом и преобразованием волос, могут помочь чужому вытянуть кремниевый экзоскелет в рог? Эти 2 рога вообще никакого отношения к друг другу не имеют. Ну абсолютно. Единственное, что между ними есть общего, это то, что на человеческом языке они называются одним и тем же словом. Рог. Вердикт. Пункт 1. Получить человеческую форму тела с помощью человеческой ДНК можно только прочитав ее полностью, от начала до конца. Именно внутри человеческой яйцеклетки, именно в матке, именно 9 месяцев, именно в присутствии веществ, которые поступают в плод через плаценту. Только так и никак иначе. Экспрессия кусками а-ля «отдаешь только руки прямохождения» в ДНК не предусмотрена. Пункт номер 2. Воровство генов действительно существует, только называется это не ассимиляция агрессивная чего-то там, а горизонтальный перенос генов. Но украсть таким образом можно только рецепт конкретного белка. К примеру, есть конкретный белок, фермент, который разлагает антибиотик. Есть бактерия, у которой есть ген, кодирующий этот фермент. Следовательно, бактерия этот фермент производит и является устойчивой к антибиотику. Если другая бактерия украдет у нее этот ген, то она тоже начнет производить фермент и тоже станет устойчивой к антибиотику. Что может украсть чужой у человека? Ну, можно украсть какой-нибудь ионный насос. Воткнуть его в мембрану и гонять ионы туда-сюда. Весело как. Который, кстати, у чужого вообще работать не будет при такой-то кислотности внутренней среды. Там явно нужны насосы посерьезнее. Можно украсть ген инсулина. В каких именно клетках, когда и зачем он будет его синтезировать? Вопрос открытый. Будет ли инсулин вообще работать в условиях биохимии чужого? Тоже вопрос открытый. Потому что мне кажется, что в его кислоте ни один человеческий белок просто не сможет держать правильную трехмерную структуру. Но украсть можно. Можно украсть какой-нибудь регуляторный ген. В лучшем случае не произойдет вообще ничего, в худшем случае все эмбриональное развитие чужого пойдет через одно место. Скорее, все-таки первое. Вот как бы предел того, чего можно добиться так называемым рефлексом ДНК. Украсть ген прямохождения с его помощью явно нельзя, потому что нельзя украсть то, чего не существует. Пункт номер 3. Даже если предположить, что каким-то неведомым, фантастическим образом чужой может украсть целые органы, он, конечно, не может, но допустим, то в любом случае он сначала должен украсть все ткани, из которых эти органы состоят, и уже от этого толкаться. Ну вот, к примеру, неоморф. Вполне себе выглядит как существо с генами человека. По крайней мере, сделан из кожи и мяса. Но чужой? Ну просто смотришь на него и сразу понятно, что у нас с ним общих генов меньше, чем с березой.
Как бы прямо он ни ходил. Береза, кстати, тоже прямо растет, так к слову. То есть мы не наблюдаем той картины, которую наблюдали бы, если бы рефлекс ДНК имел место быть. Все, что мы видим, это какое-то отдаленное сходство силуэта, причем очень отдаленное. Это еще надо включить фантазию, чтобы это там рассмотреть. Но по факту ни единого человеческого признака. Таким образом, теория рефлекса ДНК не просто несостоятельна, а несостоятельна в кубе. Это даже не уровень слабой фантастики, это уровень сказок про Змея Горыныча. Ну ладно, с этим разобрались. Следующий вопрос, какое есть альтернативное объяснение? Если не рефлекс, то что тогда? Существует такое понятие в биологии – пластичность индивидуального развития. Наглядная демонстрация. Обе эти бабочки относятся к одному виду. Причем это не самец и самка или что-то типа того. Каждая гусеница данного вида может превратиться либо в синюю бабочку, либо в оранжевую. Каждая. В зависимости от температуры окружающей среды. То есть вы берете гусеницу, держите при одной температуре, и из нее выводится синяя бабочка. Берете ту же самую гусеницу, но держите при температуре чуть повыше, и внезапно из нее выводится оранжевая бабочка. Во как! То есть мы имеем один и тот же генотип, один и тот же набор генов, и этот один генотип, в зависимости от условий развития, может давать двух разных бабочек. Настолько разных, что когда-то их считали разными видами. К вопросу о том, как такое вообще возможно, тут, понимаете, нет закона природы, который гласил бы, что существа с одинаковыми генами должны выглядеть одинаково. Нет такого. Нигде в ДНК не сказано, что на выходе бабочка должна быть синей или не синей. Тело бабочки – это результат взаимодействия белков, правильно? Химических реакций. Ну так, в зависимости от температуры, состава клеток, кислотности среды, реакции протекают по-разному. Возьми оплодотворенную яйцеклетку, добавь в нее немного кислинки или немножко подогрей, и все, развитие пойдет совершенно другим путем. Абсолютно все живые организмы развиваются по-разному в зависимости от условий развития. Без исключений. Любой организм – это больше, чем просто его ДНК. В том числе и человек. Стрессовый фон во время беременности, рацион беременной женщины – все это влияет на развитие плода и определяет обмен веществ будущего ребенка, его предрасположенность к заболеваниям и даже телосложение. Ну, например, склонность к ожирению. То есть, программа эмбрионального развития – это не прямая линия, а эдакий диапазон. И она может отклоняться туда-сюда в пределах этого диапазона. Но бывает еще интереснее. Скажем, температурное определение пола. У всех нас с вами, ну если, конечно, нас не смотрят рептилоиды, пол определяется генетически. XX, XY у женщин и мужчин немножко отличаются сами гены. А вот у агам, к примеру, нет. У самцов и самок агам абсолютно одинаковые гены. Просто если вы проинкубируете яйцо агамы при 29 градусах, то получится самец. А если при 27, то самка. Два разных пола выглядят по-разному, ведут себя по-разному, половые органы разные. То есть отличия не только количественные, а качественные. А гены одни и те же. Получается, что генетическая программа агам, она не просто может отклоняться в зависимости от условий, а в ней есть большая полноценная развилка. Яйцо оплодотворяется, ДНК включается в работу, но в определенный момент развитие уходит либо налево, либо направо. Скажем, на второй неделе развития синтезируется регуляторный белок, который запускает развитие по женскому типу. Но этот белок неустойчив при высоких температурах. И если яйцо будет подогрето, то белок разрушится, следовательно, в клетках его не окажется. И все развитие уйдет по совершенно другому пути. Мужскому. Внешний фактор среды определяет, кто вылупится из яйца. Самец или самка. Но что интересно, пластичность – это не просто какая-то ошибка или рандомные колебания признаков. Это именно полезные фичи. Ну, например, жуки-колоеды. Оба жука на картинке – самцы одного и того же вида. Фишка в чем? В зависимости от питания личинки, взрослый жук получается либо таким, либо таким. Если личинку кормить хорошо и много, то из нее вырастает большой, сильный жук с большущим рогом. Ну, чтобы отбивать самочку других самцов. Но если личинка не доедает,
и не успевает разожраться до некой критической массы, то как бы сразу понятно, что большой сильный жук из нее уже не вырастет. Бодаться со здоровыми жучищами он заведомо не сможет, поэтому он меняет стратегию. Вообще не отращивает рог, чтобы других самцов лишний раз не нервировать. И вместо того, чтобы за самок бороться, он просто подкрадывается к ним, пока никто не видит, под шумок с ними чпихается и убегает. То есть в генотипе данного вида записаны не просто две разных формы тела, а две разных полноценных стратегии выживания. И в зависимости от условий развития у жука включается наиболее подходящий из них. Другой пример дафнии. Это такие пресноводные рачки, кстати, чем-то похожи внешне на чужих. Уж не знаю, кто у кого своровал гены. Ну так вот, у дафнии есть два пути развития. В обычную форму и вооруженную. Вооруженные формы закладываются исключительно в водоемах, где водятся хищники. Вы можете найти девственный пруд, где дафнии на протяжении сотен поколений мирно жили и никто их не трогал. Запустить туда каких-нибудь зубастых тварей типа комариных личинок. И тут же все новорожденные дафнии пойдут либо с огромными головами, либо с шипами, либо зубьями, смотря какой вид дафнии. Как это работает? Как только в пруду появляются хищники, они начинают там плавать, пускать слюни в воду, выделять всякие продукты обмена. У дафний на ранних этапах развития есть рецепторы к этим веществам, к этим выделениям хищников. Они эти вещества улавливают, и их гены начинают по-другому читаться. Меняется их путь развития, и на свет появляются рачки с огромными головами, которые не пролезают хищникам в рот, либо с зубьями, которые встают им поперек глотки. Такая вот защита. А если хищников в водоеме нет, то и защита не закладывается. Так что такое пластичность эмбрионального развития? Это когда еще до рождения, сидя в яйце, организм пытается предсказать свою окружающую среду и внести корректировки в свое эмбриональное развитие. И за счет этого появиться на свет более приспособленным. Так, я развиваюсь при низкой температуре. Значит, скорее всего, я появлюсь на свет зимой, и мне будет холодно. Надо срочно закладывать темную окраску. Так, мои рецепторы чуют в воде слюни хищников. Значит, когда я появлюсь на свет, меня будут пытаться сожрать. Надо срочно закладывать шипы на голове. Ясен пень, что происходит это неосознанно. Просто, как уже говорилось, эмбриональное развитие имеет склонность вилять. В любом случае. Просто потому, что одни и те же белки работают по-разному в разных условиях. Дальше все это пропускается через фильтры естественного отбора. Отдельные элементы пластичности, которые самые полезные для выживания, закрепляются. И на выходе мы получаем рачков, которые отращивают шипы на голове по требованию, и много чего еще интересного. И теперь мы возвращаемся к теме видео, собственно. Значит, рефлекс ДНК нахрен. Вместо него у нас есть чужой с постоянным генотипом, но с пластичностью развития. Во-первых, это одна полноценная развилка стать королевой, не стать королевой, да? То есть один и тот же генотип может породить две полноценных, очень разных формы. Определяется путь развития, скорее всего, феромонами, я так думаю. К примеру, в улье не бывает двух королев сразу, потому что если одна королева уже есть, то она своими феромонами задавливает этот путь развития у других чужих. И другие там факторы тоже, наверное. Помимо этого, внутри некоролевского пути развития тоже есть простор для творчества. Диапазон для виляния. Куча факторов среды влияют на экспрессию генов, поэтому рабочие особи или воины, кто они там, получаются немного разными. Давайте по порядку. Чужие в первом и втором фильмах выглядят по-разному. С чем это может быть связано? Например, с количеством кремния в рационе. Экзоскелет чужих состоит из кремния, а в органических продуктах питания кремния мало. Скорее всего, чужие получают его из неорганических источников. Не знаю, растворяют камни кислотой, потом слизывают, что-то в этом роде. Во втором фильме дело происходит на планете. Скал и камней много, дефицита минеральных добавок нет. Поэтому синтез экзоскелета у местных чужих шел бодрее. Броня у них толще, а вот эти складки у них на голове, это, видимо, такой побочный эффект гиперактивности кремниевых желез. Может, они в коже как-то неравномерно расположены. А тем временем действие первого фильма происходит на корабле. Там источников кремния мало, поэтому и экзоскелет вышел аж полупрозрачным. Более того, в целом обстановка во втором фильме была более агрессивной.
Людей много, чужие там штурмовали какие-то баррикады. Из-за этого чужие могли выделять какой-то особый феромон агрессии, который помимо того, что мобилизировал улей, так еще и стимулировал в личинках закладку более толстой брони. Теперь касательно третьего фильма. В третьем фильме чужой меньше, чем в первых двух. Почему он меньше? Да просто потому, что хозяин меньше, вот и все. Размер взрослого чужого зависит от размеров тела хозяина. С одной стороны, это может быть такая адаптивная фича. К примеру, если вы посмотрите на чужих в первых двух фильмах, то они немного крупнее человека. Процентов так на 30. Чтобы эффективно выпиливать жертву, хищник должен быть сильнее жертвы. То бишь, немножко крупнее. Но не слишком. Иначе жертва заныкается от него в какой-нибудь норе и попробуй достань. То есть, индивидуальное развитие чужих откалибровано так, чтобы вырастать немного крупнее хозяина. Для того, чтобы эффективно охотиться на организмы, подобные хозяину. Если хозяин собака, то чужой становится на 30% крупнее собаки. Что равно чуть меньше человека. С другой стороны, тут даже калибровать специально ничего не надо. В теле собаки физически меньше места и питательных веществ по сравнению с телом человека. Это как, знаете, чем меньше головастиков в пруду, тем крупнее будут лягушата. Потому что если головастиков много, им тесно. Они не могут вырасти большими. Теснота, скованность, дефицит ресурсов – все это фундаментальный фактор эмбрионального развития. По поводу его проворности. Есть гипотеза, что лицехват какое-то время гонялся за этой собакой, чтобы к ней присосаться. Видимо, за кадром это происходило. Короче, не сразу смог ее догнать. А когда лицехват не может догнать жертву, в его теле выделяется особый гормон, который влияет на считывание генов. Чужой вырастает более приспособленным для быстрого бега. Опять же, пластичность развития, имеющая адаптивное значение. Вообще вся эта ботва с рефлексом ДНК началась с того, что изначально создатели третьего фильма хотели сделать чужого вот таким. Сохранились наброски. Что тут можно сказать? Ну, во-первых, даже если бы он был таким, то все равно его нельзя было бы объяснить рефлексом ДНК. Ну, просто потому, что рефлекс ДНК – это абсурд уровня «если пить много Кока-Колы, то со временем сам станешь жестяным, как банка Кока-Колы». Не будем строго судить создателей фильма, это был 92-й год все-таки, познания биологии тогда были немножко не те. Но в итоге-то его таким не сделали. Никакого собачьего чужого нет. В итоге чужой в третьем фильме выглядит вот так. И хоть убейте, но не понимаю я, как можно было разглядеть в нем хоть что-то от собаки. Типа, ну окей, бегает он на 4 лапах, и что? Как бы у него всего 4 ноги. Логично, что он будет бегать либо на 2, либо на 4. То есть тут 50 на 50. Да и вообще приплетать сюда способ передвижения, ну это... Во втором фильме, например, чужие ползали по потолку. У кого они? У мухи ген украли, получается. То есть, по факту, никакими собачьими признаками тут и не пахло. Окей, чужие немножко отличаются друг от друга. Но объяснять это рефлексом ДНК просто потому, что когда-то у кого-то там из сценаристов была идея сделать чужого похожим на собаку, ну такое. Вообще, если говорить об отличиях чужих, то самый большой разброс, я бы сказал 99% всего их разнообразия, это между королевой и воином. Самый большой. При этом, вроде как никто не считает, что королева ассимилировала ДНК термитки. А что касается разнообразия воинов, то отличия по большей части косметические. То есть вот эти 3 чужих – это одно и то же существо. Нет там никаких бегунов, разведчиков, как их называют. Чужой в третьем фильме – это обычный рядовой, просто меньше ростом. То, что во втором фильме у чужих по-другому выглядят щитки, ну это как, знаете, мужики бывают с длинной бородой, бывают с короткой. Ну тестостерона у чужих во втором фильме больше. И что? То, что цветом они там немножко отличаются, ну это тоже такое. Ешьте больше морковки, и у вас кожа станет другого цвета от каротиноидов. Размер, окраска. В биологии все это несущественные отличия. Единственное существенное отличие чужого 3 от других чужих, вот реально существенное, это вот. У чужого 3 особое строение стопы, так называемое пальцехождение.
его плюсно преобразовано в полноценный сегмент конечности, и, как следствие, при ходьбе он опирается не на всю стопу, как люди, а на пальцы, как, скажем, птицы или, да, действительно, собаки. Отсюда, видимо, и способность к быстрому бегу. Ага, как у собаки, значит, рефлекс ДНК. Справедливо. Вот только, если вы посмотрите на чужого, скажем, из игры Alien Isolation, то у него такая же стопа. То есть это, можно сказать, бегун, просто крупнее. При том, что из собаки он не вылезал. Аналогично в фильме «Чужой завет». Носитель на собаку как-то не очень похож, но это совершенно не мешает тамошним чужим весело бегать на 4 лапах, а строение стопы у них, сами видите, какое. В 4-м фильме тоже, там у чужих просто огромный плюсневый отдел. Больше, чем у «Чужого 3». Но самое главное, во 2-м фильме у королевы тоже такое строение плюсное. Таким образом, бегательная стопа – это особенность, изначально заложенная в геноме чужих, который может включаться-выключаться в зависимости от тех или иных факторов. То есть каждый чужой имеет потенциал заиметь такую стопу. И собака тут вообще ни при чем. Просто развитие стопы у чужих иногда идет одним путем, а иногда другим. Это фича данного вида. Замечательно. Но откуда тогда берутся чужие рогатые, плавникастые, ушастые, крокодиловидные и всякие другие разные? Первое, что тут надо понять, все эти чужие крокодилы, чужие бегемоты – это расширенная вселенная. Есть трилогия про чужих, да, которая повествует основные события. Что касается остального, чужих с дредами, чужих терминаторов, чужих таркатанцев, самое простое решение – это представить, что их никогда не было. Ну, потому что это расширенная вселенная. Мало ли кто что там придумал. Но при желании можно объяснить и это. Значит, главное, что надо понять, какого-либо предела у пластичности развития нет. Не существует такого правила в биологии, что, мол, да, животные с одинаковым геномом могут немножко отличаться, но не сильно. Такого правила нет. Самая наглядная иллюстрация, на мой взгляд, это животные со сложным циклом развития. Насекомые, земноводные, ну или, собственно, чужие. Вот что такое личинка, ну, лицехват? По сути, это мини-организм. У него своя анатомия, свое поведение. По сравнению со взрослым чужим, ну так, чисто внешне, как будто отдельный вид, если не семейство. При том, что оба записаны в одном геноме. То есть кодировать несколько разных наборов признаков – это для ДНК не проблема. Какие-то гены включаются-выключаются, какие-то гены меняют порядок экспрессии, что в очередной раз возвращает нас к главному тезису данного видео. В ДНК чертежа нет. Итак, все вот это разнообразие, которое вы видите, разные формы голов, хвостов, крылья, рога, шипы, все это уже записано в геноме чужого. То есть каждый чужой, независимо от хозяина, изначально обладает потенциалом закладывать много разных вариантов в каждой части тела. Если развитие человека – это прямой путь, который может немного отклоняться от курса, развитие агамы – это путь с одной полноценной развилкой, который тоже может вилять, то развитие чужих, если очень сильно упрощать, будет выглядеть вот так. Сотни, а то и тысячи развилок. Практически на каждом ключевом этапе развития генетическая программа может уйти разными путями, в зависимости от условий развития. И каждый из этих путей тоже может вилять. Сначала определяется общий шаблон развития, идти в рабочую особь или в королеву, а в расширенной вселенной есть и другие касты, например, претарианцы. Дальше. Как только дело дойдет до закладки конечностей, программа может уйти либо в хватательные руки, либо в бегательные, либо в какие-нибудь еще там экзотические варианты. То есть в геноме чужого предусмотрено несколько вариантов каждого участка программы. Несколько способов разметки, несколько вариантов регуляторных белков и так далее. И в зависимости от условий запускается либо один вариант, либо другой, либо третий. И так со всеми частями тела. Несколько вариантов хвостов, несколько вариантов голов, всякие рога, гребни, шипы, которые либо закладываются, либо пропускаются. То есть единый генотип чужих может породить не 2, не 5, а какое-то совершенно немыслимое разнообразие жизненных форм, в зависимости от конкретных условий среды.
Ну, представьте, как только личинка чужого появляется на свет, на нее начинают воздействовать тысячи самых разных факторов среды. Это и феромоны от других чужих, и температура, и химический состав атмосферы, и освещение. Более того, личинка способна распознавать различные образы. Форму ландшафта, скорость, размер и внешний вид потенциальной добычи. И все эти образы напрямую влияют на экспрессию генов. И в конечном счете у чужого экспрессируется оптимальный набор признаков именно под данные конкретные условия среды. Под конкретный ландшафт, под конкретную добычу, под конкретные потребности улья. И вот здесь мы переходим к самому интересному. Почему некоторые чужие так похожи на носителей? Ну смотрите, как я уже говорил ранее, смысл пластичности развития в том, что организм пытаются предсказать трудности, с которыми им предстоит столкнуться, когда они вырастут, и заблаговременно к ним приспособиться. Так вот, один из способов приспособиться к конкретной среде обитания – это уподобиться животному, которое в ней живет. Ну давайте для примера. Допустим, личинка чужого, она же лицехват, угодила в океан. Там ей подворачивается дельфин, она к нему присасывается, плавники, обтекаемая форма тела. То есть распознает некий набор образов, да? Поскольку мы сошлись на том, что образы, распознаваемые личинкой чужого, могут влиять на ее экспрессию генов, то у чужика тоже закладываются плавники, обтекаемая форма тела. Чужой оказался в водной среде и в итоге стал максимально приспособленным к жизни в водной среде, потому что он сымитировал дельфина, который в ней живет. Сымитировав носителя, чужой приспособился к среде обитания носителя. При этом никаких генов он не крал. Носитель всего лишь выступает некой подсказкой. Глядя на него, чужой понимает, какие гены из своего собственного генома экспрессировать, а какие пропустить. Другой пример – это чужой носорог. Лицехват заразил животное с рогом на носу, взрослый чужой уподобился и сам стал с рогом на носу. Тут вы можете возразить, мол, зачем чужому может понадобиться рог? Он же бесполезен. В принципе, да. Но личинка чужого-то об этом не знает. Она заражает животное с ярко выраженным признаком – рогом на носу. Это вообще первое, что бросается в глаза, когда смотришь на носорога. А раз у него есть такой признак, то, наверное, он как-то полезен для выживания в среде обитания носорогов. А может и нет. Но вдруг? То есть работает логика, если не знаешь, как правильно, то просто повторяй за другими. Важный момент. Он не ворует гены ни рогов, ни плавников. Это физически невозможно. Чтобы у чужого могли быть эти признаки, они уже должны быть записаны в его геноме. Только так и никак иначе. То есть это не воровство генов, а именно имитация. Чужой смотрит на носителя и начинает закладывать собственные признаки, которые больше всего похожи на признаки носителя. И напоследок вопрос на 3 миллиона рублей. Неужели вот эта мудреная концепция, все эти развилки в ДНК, влияние образов на экспрессию генов, неужели все это правдоподобнее рефлекса ДНК? Вы знаете, это просто несопоставимые вещи, я бы сказал. Рефлекс ДНК, в том виде, в котором он предлагается, это полнейшая, стопроцентная чепуха, которая несовместима вообще с элементарнейшими принципами биологии. То есть это чистой воды псевдонаука, которая работать не может вообще никак и никоим образом. С таким же успехом можно объяснять биологию чужих разными знаками зодиака. Что же касается расширенной пластичности эмбрионального развития, назовем это так, со всеми этими сотнями развилок и распознаванием образов, да, ни у одного организма на Земле ничего подобного нет. Более того, оно вряд ли может эволюционировать естественным путем, потому что сложно представить факторы естественного отбора, которые могли бы к такому привести. Но в теории такое может быть. Почему бы и нет? Законам природы это не противоречит, скорее даже напрямую следует из современного представления об эмбриогенезе и работе ДНК. Такие вот пироги. Ну что ж, вывод Антон оставил мне. Как вы видите, никакого рефлекса ДНК не может существовать в принципе, ибо, как выше сказал мой дорогой друг, это скорее больше похоже на сказку. В каком-нибудь Вархаммере она бы и смотрелась.
Но «Чужой» — это серьезная научно-фантастическая вселенная. Я повторяю, научно-фантастическая. И это отнюдь не означает, что в «Чужого» можно пихать огромное количество наитупейшей дичи, как это, например, делают некоторые писатели книг, комиксов и создатели игр бегут за ними же. Жаль, что некоторые мои коллеги с радостью подхватывают все это и просят добавки. Давайте не станем забывать, что делает «Чужого» чужим. Реалистичность. Ведь именно из нее растет и атмосфера, а из атмосферы загадочность, из загадочности ужас, из ужаса наш интерес. Это объяснение для оригинальных фильмов мне кажется самым логичным, особенно если вспомнить опять-таки, какое объяснение было до этого. Забудьте теорию рефлекса ДНК как страшный сон. Ну а что касается расширенной вселенной, мое отношение к ней вы знаете. Конечно, отчасти этим видео я и себя загнал в тупик. Ведь теперь, как это ни странно, у всего говна, с которым я всегда боролся, появилось логическое объяснение. Но теория пластичности, она особенно хорошо работает только в рамках каноничной вселенной «Чужого». Ведь «Чужие», например, в фильмах отличаются друг от друга ровно настолько же, насколько и мы с вами отличаемся друг от друга. Но никто не говорит, что вот, например, мой друг – другой вид человека. И никакого говна, например, Плевун или Крашер, появиться в каноне не может в принципе. Но если снова вернуться к расширенной вселенной, как вы слышали, теория пластичности применима и к ней. Хоть это и менее реалистично и тоже слегка попахивает сказкой, но применимо. Что я могу сказать, хоть кто-то, хоть немного добавил логики в этот бардак. Жаль только, что «Чужой хищник» так и остался биомусором. На этом я буду с вами прощаться. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!